Новый и абсолютный рекорд, уже занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, впервые в истории рождения сразу 11 малышей в ходе одной беременности завершилось успешно. Сам факт того, что женщина может зачать и выносить гораздо больше, чем пару близнецов, в век продвинутых медицинских технологий сомнения не вызывает. Однако случай Марии Фернандес все равно сумел удивить маститых специалистов. Героиня этой истории в одночасье стала матерью сразу 11 мальчишек, из которых 6 идентичные близнецы. О том, как справиться с такой оравой, новоиспеченная мама Мария будет думать потом. Сейчас же она купается в лучах славы, дети появились на свет естественным путем и все они здоровы, что на самом деле является маленьким чудом. Дело в том, что по многу детей рождалось и ранее, причем неоднократно, но большинство из таких малышей редко доживали до взрослой жизни. Или же их преследуют тяжкие недуги. Например, семерняшки Маккой, у 2 из них с детства инвалидность, но остальные развиваются неплохо. Когда своих 7 детей рожала египтянка Газали Ибрагим Амар, врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению на 1,5 месяца раньше положенного срока. В случае же с Хаши Мохаммед Хумаир из Саудовской Аравии до последнего предполагалось, что будет всего 4 детей, а не 7. 11 детишек за раз нонсенс еще и потому, что все случаи рождения 10 детей толком не задокументированы и носят характер слухов. Самый последний случай описан итальянским доктором Дженнаро Монтанино, который в рамках операции по прерыванию беременности вынул из тела пациентки 15 зародышей. Якобы та чересчур увлеклась таблетками от бесплодия, но подтвердить правоту своих слов доктор так и не смог или же не захотел. По 10 детишек рождалось в Испании в 1924, в Китае в 1936, в Бразилии в 1946, но у нас нет сведений, сколько из них выжило. Иное дело четверняшки, такие случаи хорошо изучены. Медицина знает, что в начале века в мире жило 15 таких близнецов и множество неидентичных детишек, причем большая часть из них девочки. Шанс родить 4 довольно велик, примерно 1 к 700 тысячам. Четверняшек так много, что порой это создает проблемы. Известен случай Мэри Фудел из Калифорнии, которая забеременела при помощи искусственного оплодотворения и родила 4 в возрасте 55 лет. Но один ребенок умер в младенчестве, а еще от 2 мать попросту отказалась. Нередко бывает так, что родители ждут несколько детей, а рождается больше. В 2016 году это произошло в семье одесситов Кобелецких, у них появилось сразу 5 детей. А вот семья Дион — первый зафиксированный случай рождения 5 однояйцевых близнецов. Произошло это в 1934 году в канадской провинции Онтарио, и предприимчивая администрация превратила малюток в достопримечательность. В обмен на полное обеспечение они вынуждены были всю жизнь позировать для туристов и посещать всякие мероприятия и выставки. Еще один пример пятерняшек — семья Гарсия из Солт-Лейк-Сити. У них родилось 3 девочки и 2 мальчика, причем все протекало буднично, без эксцессов. Лишь в 1974 году врачам удалось сохранить шестерняшек, никто из новорожденных не умер. Это произошло в Южной Африке, и с тех пор рождение шестерняшек стало почти привычным. Ныне их в мире уже 14 групп, по 3 в США и Англии, по 1 в Италии, Аргентине, Египте, Франции, Испании, Германии, Индонезии и Южной Африке. Единственный достоверный случай, когда выжили все 8 одновременно рожденных детей, семья Нади Сулейман, которая в 33-летнем возрасте родила 2 дочерей и 6 сыновей. Все другие случаи оканчивались смертью одного или нескольких детей и поэтому в списке рекордов не внесены. Встречаются и весьма интересные для медиков события. В 1998 году некто Нкем Чукву родила первого ребенка, дочь, 8 декабря, а остальных 7 детишек только 20 числа. Несколько малышей умерли. Та же история с девятерняшками. Они рождаются сравнительно часто, а вот с выживанием проблемы. На протяжении 20 века было зафиксировано 6 случаев. В 1971, 1972, 1976, 1977, 1979 и в 1999 годах, но никто из новорожденных не выжил. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии,
Что думаете насчет этой истории?